Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1997 года рождения, дата исследования 20 августа 2025 года. Область исследования, органы малого таза, исследование выполнено в режимах Т1-2, жироподавление, DWI. Исследование выполнено в X-SEC, core-проекциях. 10-й день после абрасия. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрично, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. Мочевой пузырь, положение и форма обычные, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные на всем протяжении. Стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры, визуальной интенсивностью сигнала, соответствующей жидкости. Паравизикальная клетчатка дифференцирована. Матка, положение АВ, форма обычная, размером 54 на 42 на 62 мм. Контуры четкие, ровные. Очаги патологического сигнала не выявлены. Толщина переходного миометрия в пределах нормы. Полость матки хорошо визуализируется, не расширена, сформировано два рога полости матки, справа длиной 15 мм, в нем скопление крови до 4 мм, левый рог длиной до 17 мм, патологических включений в нем нет. Шейка матки не увеличена, цервикальный канал сомкнут, яичники правильно расположены. МР-архитектоника сохранена. Правый яичник размером 32 на 19 на 33 мм, объемом 10,4 кубического сантиметра. Фолликулы до 7 мм. Левый яичник размером 24/16-33, объемом 6,6 кубического сантиметра. Фолликулы до 8 мм. Дополнительных образований в проекции придатков матки не выявлено. Лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в малом тазу визуализируется за маткой в незначительном количестве. При выполнении DWI, участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. При введении контраста очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Заключение. МР-картина двурогой матки, минимального количества крови в правом роге матки. Рекомендована консультация гинеколога. 5 сентября 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в целом, ничего критичного в малом тазу нет. Есть вариант развития матки, она двурогая. Какого-то особого значения это не имеет, но месячные могут быть более обильными, и в случае аборта, крайне редко, но бывает так, что один рог матки выскабливают, а во втором остается живой эмбрион, и беременность прогрессирует. У вас в правом роге матки есть небольшое количество крови. Спустя 10 дней после выскабливания такое может быть. Плодного яйца в полости и вне полости матки нет. Вам нужно показаться гинекологу с результатами и подумать о КОК.